иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня мы с вами приоткроем завесу тайны. Уже был один эфир о сфинксе, и он раскрыл нам, в общем-то, тему сфинкса достаточно, может быть, глубоко, глубже, чем мы это осознавали раньше. Но и одновременно, в принципе, появились дополнительные вопросы. Поэтому второй эфир, он был предсказуем, ожидаем. Мы понимали с вами, что за один эфир всю тайну сфинкса не осознать, поэтому если интересует эта тема, пожалуйста, смотрите предыдущий эфир, и потом вот этот эфир, он будет как продолжение. Была с нами затронута тема, кто построил сфинкс, зачем, да, он был построен и так далее. Но там уже пошла информация, я бы хотела ее уточнить, то есть и дораскрыть. Сегодня мы делаем в свободном таком, будем идти ключе, без всего, то есть вот просто без вопросов, без всего я буду считывать информацию из потока, как пойдет. Есть у меня реперные точки, но в основном как пойдет поток. Поэтому мы с вами настраиваемся на сфинкса, ножками заземляемся, на 7-й энергоцентр поднимаем точку сборки сознания, и мы полетели. Кто построил сфинкса? Кто построил сфинкса? Некие посланцы высших сфер, прибывшие сюда для конкретной цели. Здесь прямо идет, опять повторяется история, что Земля – это какое-то некое поле для освоения материи, да, для эксперимента, для какого-то такого созидательного труда. Но это была миссия. Здесь вот по Солнцу видно, что это было согласовано с высшими силами. Это был некий план, стратегия. Это не было какое-то спонтанное, да, явление. Нет. Сейчас посмотрим, кто построил сфинкса, что это за раса. Так, Беркана и Геба. Смотрите, интересно, здесь идет о том, что, во-первых, это явно были жители планеты Земля. Насколько они были внеземного происхождения, мы сейчас посмотрим, но то, что они здесь жили, и по договору с планетой, это абсолютно ясно. Здесь была некая концепция взаимного развития, когда высшее сознание иных, может быть, сфер, иных каких-то уровней одухотворяет материю и совместно развивается. Давайте еще раз раскроем, кто построил сфинкса, постараемся раскрыть архетипически. Кармическая справедливость – это явно идет высший закон, высший план эволюции. Ну вот такое впечатление, что есть некая территория, она не освоенная, и эволюционно необходимо, чтобы она получила опыт заселения сознанием каким-то. И вот сознание идет на воплощение. Да, видите, по дьяволу. То есть оплодотворение духа материи. Это какие-то допотопные наши предки, по дьяволу идут те, которые вот как первооткрыватели, первые сеятели, первые семена. Здесь прямо нам показывают, как вот дух входит в материю, образуя какую-то некую взаимосвязь, взаимозависимую схему, совместный некий проект. Так, смотрим дальше, кто построил сфинкса. 8 мечей.
и нулевой аркан. Но здесь явно видно, что это высшие сферы, высшие силы. Таким образом заключили как бы контракт с планетой. И вот здесь идет прям ну здесь вот прямо показано, мне видно, что это идет высшие силы, высшие сферы. В ком они были воплощены, в каком виде, так сказать, как они выглядели, сейчас попробуем визуализировать. Но не случайно здесь идет тема 8-го аркана правосудие и дьявол. То есть мы сейчас работаем с этой темой из-за того, что подошло время открывать врата 0808, осознавать свою 8-ю чакру, которая находится, к слову сказать, в Земле, и объединяет в себе планетарный опыт цивилизаций, то есть всех цивилизаций, живущих на Земле. Представляете? Это какая-то ушедшая цивилизация. Это наши допотопные предки, которые, ну вот, осваивали. Это были первопроходцы. Покажите. Дар беззащитность. Мертвая зона. Дар протянуть руку. И ловушка проецирования. Смотрите, как происходило. Смельчаки, да, сознание смелых, скажем, кто они были, самые смелые, самые такие вот отъявленные, можно сказать, сознания, они нырнули в зазеркалье, нырнули вот в это состояние майя. А ради чего? Ради того, чтобы оставить здесь какой-то след, оставить здесь вот, помочь эволюционировать вот этой вот материи. Засевать ее необходимо было. Но вот здесь, кстати, драматизмом, в принципе, все это отдает, потому что это цивилизация, эти существа, которые пришли, они потеряли связь со своей прародиной. Вот откуда они пришли. Сейчас попробуем визуализировать. Еще знаете, через что? Вот сейчас я покажу. Через эту колоду. Попробуем, что тут был за план, да, у этих сеятелей. Как-то они засевали планету. Веди, а не следуй. Новый путь, будь лидером. Видите, первопроходцы. То есть здесь, в общем-то, была такая вот... Здесь еще никого не было, можно так сказать. Здесь не было сознания, здесь не было человечества. Это были какие-то первопроходцы. Ну-ка, давайте. Видите, пустота. Пустота. Вот такое ощущение, что еще никого и ничего, и вот нужно каким-то образом нырнуть вот в эту реальность. С какого плана? Давайте еще, знаете, попробую вот так. Пусть нам визуализируют тех, кто построил сфинкса через тотем. Попробуем через тотем. Тотем вот такой у нас пошел, тюлень. Тюлень. На обороте, кстати, у нас гадюка. То есть, смотрите, здесь такой пошел достаточно благостный тюлень. То есть вот здесь такое ощущение, что это не было захватом территории, это было, скорее всего, набором опыта, желанием поделиться этим опытом, какой-то энергообмен, взаимообмен. То есть здесь какой-то, знаете, ну, довольно спокойный, интересный режим. Через какой старший аркан еще можно их раскрыть? Так, тут я брала. Сейчас я возьму еще, попробую еще больше. О них, о тех, кто построил. И посмотрим их цель. Ну вот видите, идет игривость, политика.
21 аркан мир. Путешествия, да. Это, видите, такие вот астральные путешествия. То есть это посланники других миров, высших сфер, которые просто пришли вот сюда, нырнули в это зазеркалье. Это был их эксперимент, это было их желание познать материю, быть первыми в этой материи. Что они сюда принесли? Процветание. Ну, очевидно, очевидно. Очевидно, что они сюда принесли коды жизни. Вот ощущение такое, что сюда они пришли воплощать самые смелые мечты, свои фантазии вот в мир 3D. Здесь они как бы спокойно существовали, здесь они развивались, здесь они что-то создавали. Но здесь одновременно происходило их залипание. Вот чувствуется, что по 15-му аркану они как бы и теряли одновременно связь с источником. Вот интересно, я сейчас еще не пойду дальше, а уточню, была ли Земля заселена перед этим людьми, чтобы точно убедиться, что они были первыми, расставить все точки над «и». Нет, Хагалас, нет, нет, нет. План 3D был пуст, абсолютно чист, и здесь нужно было вот вдохнуть в это всю жизнь. Поэтому вот этот вопрос, который говорят, что была некая раса, которая грубо вмешалась в уже созданный мир, говорят, что была война богов, приходили другие цивилизации, велись генетические эксперименты, что-то происходило такое, да, выходящее за рамки закона. Здесь нет, здесь этого нет. Здесь Ансус и Тейвас. Здесь все было в рамках договора и закона. Это был договор с планетой Земля. Они сюда спокойно пришли. Здесь они никому не мешали. Здесь они развивались. Здесь они жили. Эта цивилизация была такая. Посмотрим, какими знаниями они обладали. Ну, звезда, видите, мощными такими. Это универсальные коды творения. То есть по звезде я понимаю, что это были очень высокоразвитые существа. Цивилизация, конечно, была высокодуховная, очень красивая, высокая. Вот как их описывают, да. Угу. Шестерка чаш. Ну, здесь все благостно. То есть они привнесли сюда какие-то дары, то есть можно сказать, что вот они сюда прилетели с какими-то дарами. Рыцарь мечей и девятка монет. Вот. И они возделывали землю, у них была какая-то вот прямо своя стратегия, но все это в согласии с планетой. Планета выделила для них план, они этот план развивали. Вот, давайте посмотрим, чего они достигли, во что они развились. Так, через что посмотрим, во что они развились. Ну, давайте. Так, чего они достигли? Вот опять повторяется, что они здесь, смотрите, залипли в этом плане. У них произошло, в принципе, здесь началось, зародилась жизнь, здесь появилось население на планете Земля. Об этом населении они заботились.
Вот, но здесь вот уже вот этот тайный сговор и самопожертвование, то есть где-то был момент, когда они вошли в состояние, в своей заботе об этом мире, они перешли в состояние, скорее всего, то ли с гиперконтроля, то ли что. Вот здесь была какая-то, скорее всего, допущена ошибка. Давайте выведем на сознание, были ли у этой цивилизации какие-то ошибки, ну, последствия которых, может быть, даже на нас сказываются, да, сейчас. Давайте посмотрим. То есть начинание было хорошее, начинание было благостное. Все по договору, все по согласию. Так, королева жезлов, туз чаш, пятерка мечей и рыцарь чаш. Ну, смотрите, ошибка, ну, как бы, как это назвать? Они очень полюбили свое творение. Вот здесь было эмоциональное залипание, они очень полюбили свое творение. У них не было... Самое главное, что они залипли вот в этой реальности эмоционально. То есть вот все эти плоды, все это очень... Какая-то очень... Не было дистанции, можно сказать. Сейчас возьмем из тени, посмотрим, вдруг что-то выглянет. Так, были ли какие-то ошибки, которые таким уже кармическим грузом могли лечь на что-то еще, да? Oh no. The Sorcerer, колдун. The Maiden. The Speaker of the Truth. Что-то есть, уловить пока сложно. Дракон земли. Здесь было какое-то уклонение, впоследствии было какое-то искажение. Искажение, отход вот от истинного пути в результате их эмоциональной вовлеченности большой вот в этот план творения. Произошло искажение. Попробуем проявить. Так, через что? Давайте через это. Здесь повышенное желание контролировать, оно чувствуется, и желание не отказываться. Тут, ну вот в любом случае, вот представьте себе, как будто бы твое детище, ты его родил, да, ты его создал. Тут надо было как-то отпускать. Вот был такой момент, когда нужно было это детище отпускать. Посмотрим, была ли какая-то здесь ситуация, которую нужно нам осознать. Может быть, этих ошибок не повторять, да? Да, раскол. Вот, они проходили урок, когда им нужно было вовремя уйти. Вот нужно было вовремя уйти, оставить этот след на планете и вовремя уйти. Такова алхимия жизни. Видите, напряжение, доверьтесь алхимии жизни. Здесь вот невозможность отказаться от своего творения. Они действительно сюда очень много вложились. У них была такая материнская забота об этом всем мире. И они действительно генетически, скорее всего,
прямо вовлечены вот в создание человека, человечества. Но вот этот, кстати, вопрос, вот видите, тут на обороте: сердце космоса, служение, потенциал, жизнь, бесконечная молитва. Они прямо очень родили за то, чтобы вот все здесь жило, процветало, и где-то что-то был перегиб уйти, оставить это, дать этому развиваться, да, вот такое впечатление. Влияет ли сейчас эта программа на нас каким-то образом? Потому что сейчас во вратах 0808 мы столкнулись с тем, что сфинкс, он хранит некую тайну, некий слепок энергетический того опыта, которые проходили допотопные цивилизации до нас, и тех уроков, которые они не смогли сдать, которые влияют на нас сейчас. Будем сейчас это выводить на сознание. Вот смотрите, девятка воды. Это, конечно же, любовь. Здесь вот по чашам это все идет. То есть любовь, которая, где ты теряешь личные границы в этой любви. Понимаете? Вот этот вот урок, который влияет. Это, знаете, безусловная любовь, она стала обусловленной. И по девятке воды она стала требовать... Ну вот по девятке воды это, знаете, когда нужна взаимность. Понимаете? Нужна взаимность. Да, императрица. Они идут по третьему аркану. Неизвестное управляет нами, опознанным управляем мы. Здесь такой подвох. Здесь любовь, которая стала обусловленной и стала и превратилась вот в эту ловушку слияния. Они слишком обусловились с материей. Пятерка пентаклей. Ну, страх потерять, невозможность отказаться, да. Валет огня. Удовольствие привязывает сильнее всяких пут. Научитесь его получать и дарить. Залипание. Смотрите, вот эта 3D-реальность, они перестали осознавать, что им пора уходить. То есть они пришли с каким-то планом. И когда план завершился, он подошел к концу, им нужно было это вспомнить. Вспомнить и уйти самостоятельно, оставив свое творение развиваться. То есть должна была произойти некая сепарация. Вот интересно, что я спрошу, давайте-ка, ну, логичный вопрос. Что произошло в результате вот этого залипания, невозможности отпустить эту материю, да? Мы осознаем, что эта цивилизация исчезла, да, она ушла, но мы посмотрим, в результате чего все-таки она ушла, что произошло. Тейвас и Лагос. Но это потоп, это стихийная, скорее всего, вот тот самый потоп, который накрыл это все. Вода вышла из-под контроля. Так, в результате чего? Ну, смотрите, Дагас и Наутис. Ну, вот очень похоже, что были жесткие достаточно условия выживания. И такое некое обнуление произошло. Обнуление. Вот здесь вот интересно то, что они пришли на планету Земля,
по определенному, получается, договору. И когда планета увидела, что все, что договаривались, сделано, им надо было вовремя самим уйти, но они не смогли. Здесь, скорее всего, включается стихия вода. Сейчас мы больше выведем. Так, давайте через что произошло. Так, дар, духовная связь. Дар, трансформация. Дар, секс. И дар просить прощения. Да, я так понимаю, что цивилизация осознала, вот в этот момент испытаний тяжелых, они осознали, что что-то сделали не так. Кстати, осознали это точно. И когда начались тяжелые времена, я смотрю, им пошла вот эта информация о том, что их время истекло. И происходит вот какая некая смена циклов. То есть их время истекло, им надо уходить. Ну-ка попробуем считать сейчас ту информацию, которую считали они. Четверка Земли. Укоренение, традиции и владения. То есть, смотрите, храните то, что принадлежит вам по праву. Вот четверка Земли – это некий момент истины, когда они заложили некий камень, первооснову, да, и Земля говорит им за это спасибо. То есть вот они заложили основу какой-то традиции, они стали вот этим первым камнем, на который встали потом остальные поколения. И как-то это вот и все. Тройка Земли, сотрудничество, да. Традиции и обязательства сохраняют то, что важно. Не разрушайте. То есть смотрите, не нарушайте договор. Опять выходит у нас дракон Земли, и все земные карты говорят о том, что планета Земля больше времени им не выделила. Не продлили им контракт пребывания на Земле. Их время истекло. Девятка огня. Растворение, чувственность, умиротворение. Растворитесь в ощущениях и насладитесь тем, что происходит. Им оставалось только принять эту ситуацию. Только принять. Здесь начался следующий этап творения. На планете Земля начался новый цикл. И валет воздуха. Здесь, понимаете, они внесли свой вклад, и в то же время вот они осознали, что насколько вот они попали в систему, в рамки, в систему самоограничений. Вот опыт они какой-то здесь унаследовали, как важно вовремя отпускать свои творения. Вот этот момент чуть-чуть он был как-то ими не воспринят. Видите, на обороте шестерка опять Земли. Скажите нет тому, что разрушает вас и вашу жизнь. Приведите все в порядок. Вот здесь вмешивается стихия Земля и говорит, что все должно идти по плану. Вот все должно быть в своих ритмах и циклах. Здесь есть некое «благодарю вас» и «достаточно». Благодарю и достаточно. Сейчас посмотрим, каким образом они покидали планету.
начались какие-то с водой проблемы, то есть видно, что здесь перезагрузка какая-то пошла. Скорее всего, вот тот самый потоп, о котором говорят. Так, как они покидали планету и куда они направились? Иди вовнутрь. Источник. Мораль. И успех. Но здесь нам показывают, скорее всего, точку альва. Переход их произошел в другие миры успешно, легко. То есть они раз воплотились, они раз обусловились, пошли через астральное путешествие. Скорее всего, они вышли опять в свободный полет куда-то. Ну-ка посмотрим, куда они пошли. Здесь нам также показывают и подземный мир. Видите, прыжок. Энергия Андромеды, приключения навстречу переменам. Да, они покинули, опять у них новая миссия, новый какой-то план. Здесь они успешно все завершили, за исключением того, что где-то немножко вышли за рамки времени. Вот здесь, видимо, их урок еще был умение отпускать, умение отпустить свое творение. Они немножко зациклились. Так, хорошо. Посмотрим дальше. То есть, где они сейчас, давайте, находятся? Наблюдают ли они за нами, да? Имеют ли они на нас еще какое-то влияние? То есть говорят, что сфинкс вот построен для того, чтобы каким-то образом через него, да, еще контактировать с вот этой допотопной цивилизацией. Сейчас мы к этому подойдем. Так, влияние ли есть, наблюдение ли есть? Да, наблюдение ведется. Да. Угу. Да. Да, наблюдение за нами ведется. Это точно. То есть здесь как-то это все правда со стороны, это более так отстраненно в данном случае, но тем не менее. Даже вот по 13-му аркану смерть здесь видно, что как-то мы с ними контактируем. Это может быть подсознание, да, это могут быть ночные какие-то моменты, инсайты, ну, внутренняя духовная работа, да, то есть такое ощущение, что нас ведут, вот наши учителя, они дают нам интуитивные подсказки, идет интенсивное обучение во сне, вот это состояние сплю, но не сплю, да. Давайте посмотрим. Какая у нас с ними сейчас взаимосвязь? Кто мы друг для друга? Да, вот это допотопная цивилизация и мы. Угу. Манас и Ансус. Ну, это прямо да. Это очень сильная взаимосвязь, части единого целого. Это наши наставники, учителя. Давайте еще проявим. Кто мы друг для друга на настоящий момент. Можно сказать, что, смотрите, Кана и Райда. Здесь даже, смотрите, какой момент, что кто-то из них, скорее всего, здесь, на планете Земля, в человеческих телах. То есть это ситуация, когда они воплощаются сейчас на планете Земля как проводники, как учителя человечества. То есть можно сказать, что они среди нас. Можно сказать, что мы и они — это одно единое сознание на разных эволюционных уровнях, например. Да, туз воздуха, смотрите. Интеллект, развитие и власть. Ваше влияние зависит от способности быстро учиться, меняться и развиваться. Будьте на шаг впереди всех.
Ну, это наши учителя, это сразу было видно. Да, паш воздуха. Да, мы по отношению к ним ученики. Какая взаимосвязь? Королева Земли. Ну вот смотрите, многие из них воплощаются в телах. Многие, немногие, но тоже. То есть и в телах. Не только они со стороны наблюдают. И двойка воды. Но в любом случае, смотрите, здесь сквозит помощь, доверие, сотрудничество, взаимное развитие, да, взаимопроникновение эмоциональное. То есть здесь, конечно, они помогают нам пройти наш эволюционный путь развития. Это однозначно. Давайте еще через вот это. Кто мы друг для друга. Да, это РД-поток. Древние киты и касатки — это и есть один поток сознания. То есть кто-то из нас — это и есть они на других эволюционных, да. То есть это как вот второе пришествие. Это может быть новое воплощение опять на планете Земля, это наблюдатели. Киты и касатки — это вообще допотопная цивилизация, которая здесь присутствует, так сказать, невидимо, незаметно. Возможно, даже в телах китов, да, возможно, даже вот в таком виде. В любом случае, киты и касатки — это те, кто нас ведут, нас сопровождают. Наша группа Беркана как раз курируется этой цивилизацией, мы должны знать об этом. И здесь есть духовная преемственность, обучение, развитие и так далее. То есть, ну, очень хорошо. Я бы сказала, еще хочется, да, брать здесь такую информацию. Давайте доберем, теперь попробуем, когда мы вышли, хорошо прочувствовали эту цивилизацию, зачем они построили все-таки сфинкса? Потому что мы будем работать как раз со сфинксом во вратах 0808. Так, зачем? Так, Кана и Ингус. Ну вот опять, смотрите, потому что в этом есть наше развитие. Мы узнаем про наши истоки. Это некое послание в будущее о том, кто они были на Земле, кем они были. И это, знаете, соединение пазлов. Это наш эволюционный скачок. Когда мы разгадаем все загадки сфинкса, выйдем на коды этой цивилизации, мы сделаем колоссальный квантовый скачок нашего развития, как цивилизационный. Да? Зачем был построен сфинкс? Опять Ингус и Хагалас. А это тот же путь. Это тот же путь. Это будет, вот смотрите, разгадка сфинкса будет символизировать, что мы сомкнули альфа и омега. Мы осознали самих себя от начала и до конца. Целостность появится у нас. Не знаю, по Хагалас это будет также обозначать, что все, время истекло нашей цивилизации. Точно так же, как их цивилизация должна была совершить переход, квантовый скачок, так же и мы. Как только мы осознаем, кто мы, все взаимосвязи, нас ожидает вот сброс этой информации, обнуление, перезагрузка. Интересно. Так, давайте посмотрим через что-нибудь еще. Какая роль сфинкса на Земле в настоящий период времени, да?
Так, шестерка жезлов. Двойка пентаклей. Туз мечей опять. И вот смотрите, прям хочется десятка мечей. То есть здесь они собрали в этом сфинксе всю полноту опыта. То есть здесь есть коды, как раскрыть свой потенциал, вспомнить, кто я, сама осознаться, да раскрыться. Здесь есть коды баланса, взаимодействия с материей. То есть мы должны уметь управлять собой, своими эмоциями в балансе с окружающей средой, с материей, все привести в баланс. Здесь есть опыт их ошибок трудных, вот, и некое предупреждение для нас. И здесь есть коды перехода, то есть как выйти из 3D-матрицы, да, как ее покинуть. Это очень интересно. Послание для нас из глубины веков. Давайте послание сфинкса для нас. Что хочет нам сказать этот сфинкс? Угу. Олень. Это проводник. То есть олень это проводник. Олень это символ взаимосвязи с высшими. Да? То есть вот здесь он хочет нам сказать, что он держит связь через все миры. Вот его рога как древо, да, миров. И он хочет сказать, что это некая антенна, что он является проводником. Кстати, не забываем о том, что это все согласовано с высшим законом. Олень это очень благородное создание. Это тотем, который покровительствует людям, у которых есть миссия на земле, которые защищают тех, кому нужна помощь. Вот благородство оленя, его большое сердце, связь с высшими силами. Да, тройка мечей говорит о том, что высшие силы понимают некую кризисность ситуации. Вот все, что происходит в мире, это в преддверии перехода происходит, в преддверии квантового скачка. Да. По Иерофанту они нас прямо поддерживают, как бы у них такая вот отеческая забота, и они говорят о том, что вы уже проходили через это, ничто, вы знаете, как это бывает. Вот, и они нам передают послание такое вот, что жреческие практики нам помогут, да, осознаться, что вспомните, кто вы есть на планете Земля, не привязывайтесь к материи, потому что по тройке мечей сфинкс передает: рвите ненужные связи, не залипайте эмоционально на 3D реальности, иначе будет очень трудно эволюционировать дальше. Что еще он хочет передать? Ну, восьмерка чаш, мы в переходе. И причем это наш осознанный выбор. Наша душа уже в переходе. Идет процесс вознесения и трансформации. Да, и семерка жезлов, что эти энергии будут только нарастать. Этого уже не избежать, процесс запущен, и на это есть тоже воля высших сил. То есть иерофант — это закон, и это воля высших сил. Как будто бы сфинкс пытается нам сказать, что такова воля высших сил. Нам нужно, как жрецам, ее принимать, просто принимать. Давайте раскроем еще больше для нас послание сфинкса, тем более, что во вратах, работая по 8-й чакре, у нас есть возможность выгрузить все те программы, которые мешают нашей эволюции. Давайте выведем на сознание основную программу, которая тормозит сейчас наше развитие, мешает нашей эволюции. Дар медовый месяц.
дар успех, дар общность и история настоящей любви. Все карты такие хорошие, но мы спросили, что мешает. Это опять-таки чувственное восприятие реальности, зацикленность на каких-то наших успехах, связях, вот наша обусловленность 3D-реальностью. Мы повторяем их путь в какой-то степени, мы прошли большой путь, и у нас тоже есть залипание эмоциональное. Мы влюбились в эту планету, она стала нам родным домом, да? Девяточка — зрелость. Пятерочка — сравнение. Изобилие. И праздник. Смотрите, какая. Мы освоили материю. Смотрите, в принципе, вот здесь вот налицо, что мы, вот 12-й аркан повешенный тут рядышком, наш успех в освоении материи становится причиной того, что мы не хотим отказываться от этого изобилия. Да? Вот фактически у них тоже было. У них проект, в принципе, все успешно шло, все замечательно. Они заселяли землю, они возделывали, они строили, они классно тут креативили и так далее. Но пришел момент, когда всему этому нужно было переходить на новый эволюционный уровень. Вот у нас это тоже близится. А наша цивилизация очень развилась. Вот, и мы как бы должны понимать, что вот приходит время квантового скачка. Давайте посмотрим еще из тени что-нибудь для нас. Из тени. Повешенный — это тоже очень эмоциональная, да, такая карта, которая говорит о том, что мы залипаем на том, что любим, во что вросли, проросли, да, с чем себя ассоциируем. Ну, такое впечатление, что мы отобразились во всех зеркалах этого мира. Ведь помните, они попали в некое зазеркалье, да, и начали вот эти зеркала ассоциировать с собой. Вот как будто бы здесь то же самое. The Heartless Love, бессердечная любовь. Да, все про любовь, все про сердце. The Question. The Queen of Laughter. The Temptation. Вот смотрите, даже ловушка искушения здесь у нас вышла, то есть настолько здесь хорошо, приятно, прекрасно, что почему, собственно, это должно заканчиваться? Зачем это должно куда-то деваться? Зачем этому куда-то уходить? Да? Вот здесь такая вот идет история. Что нам необходимо осознать? Валет земли. Уважение, обеспечение, служение. Передайте полномочия тем, кто готов их взять. Позвольте другим проявить себя. То есть вот опять про сепарацию. То есть the heartless love, бессердечная любовь. То есть в какой-то момент любовь выражается в том, что мы должны отпускать свои творения. Двойка пентаклей. Выбор, практичность и выгода. Выбирайте с точки зрения максимальной пользы. То есть, когда мы не знаем почему, зачем и как, ставьте себя просто на первое место. Ничто не должно препятствовать вашей эволюции. Выбирайте то, что способствует вашей эволюции. И таким образом весь мир будет эволюционировать вместе с вами. То есть, если некие связи мешают вашей эволюции, значит, они должны быть трансформированы.
Трансформация, 13-й аркан смерть, завершение, преображение, перемены. Иногда, чтобы начать новую жизнь, нужно умереть. Дайте уйти тому, что пришло время уйти. Ну, здесь, видите, все просто. Приходит момент трансформации, перехода, эволюции. Да, и королева воздуха, которая всегда говорит о том, что ставьте на первое место холодный рассудок, какой-то закон, причинно-следствий, да, то есть относитесь к этому спокойно и отстраненно. Примите эти коды. Сейчас возьмем еще совет высших сил. Вот такой интересный он и поучительный, обучающий, духовный расклад с таким подтекстом, с советом для нас. Вы подходите не каждому, примите свою уникальность, будьте собой. Вот смотрите, здесь эта карта говорит о том, что по мере того, как вы вспоминаете себя, свою уникальность, вы понимаете, где есть вы и кем вы не являетесь. И вот здесь нужно четко ограничить, разграничить, вытащить как бы свою энергию оттуда, кем вы не являетесь. Больше сконцентрируйтесь именно на себе, кто я и в чем моя уникальность. Это поможет вашей трансформации дальнейшей, это поможет вашему переходу. Угу. Вот тут у нас на обороте звездные братья, защита, безопасность и доверие. То есть за нами наблюдают, посмотрим, что нам поможет во вратах 08. Приглашаю всех, кому резонирует расклад, принять участие в этой практике. В любом случае, если вы даже не успеваете к нам присоединиться, под этим видео есть ссылка. И у нас врата проходят регулярно, 2 раза в месяц. Просто будет другая тема, другие врата. Поэтому, когда бы вы не посмотрели это видео, вы можете выйти с нами на связь. Итак, наши дары, которые мы принимаем, в чем наша уникальность. И идет исцеление сердечных ран. Оно уже не первый раз. То есть опять нам говорят, что будет очень больно, если вы будете слишком залипать, да, на эмоциях. То есть нас учат по королеве мечей отстраненности, спокойствию. В чем наш дар? Отдых. Видите, отрешенность. Умение созерцать, не вовлекаться. Божественная любовь. Понимание того, что божественная любовь всегда трансформирует все для вас наилучшим образом. Что в тот момент, когда вы не знаете, где верх, где низ, все движется наилучшим образом для вас. Не существует никакого понятия смерти, есть только трансформация, переход. И этот переход ведет вас к большему слиянию с божественной любовью, к большему осознанию любви в себе. Таким образом, вы можете быть абсолютно спокойны и безмятежны. Трансформация — это, в принципе, это жизнь. Да? То есть трансформация — это не смерть, это жизнь. И опять-таки расширение сознания. Вот смотрите, благодаря нашей неэмоциональности, нашему спокойствию, у нас происходит расширение сознания. Это абсолютно необходимо для получения нового опыта. И тотемчик, который нас вдохновит сейчас на этот переход во вратах 0808, это дракон воды. И даже на обороте у нас лосось. Посмотрите, но нас ведут киты и касатки. Это работа над эмоциями. Смотрите, это все, что касается, опять-таки, вот лосось, хочу его положить, чтобы вы его созерцали. Видите, он рождает здесь икринки. Вот икра — это его детище, это его проекты, это его
то, во что он вложил, в общем-то, свою любовь, да. И вот понимаете, как лосось, он мечет эту икру, да, он сеет эти семена, и он их просто отпускает. И вот в какой-то момент здесь посмотрите на свои творения с более высокой точки зрения. В какой-то момент ваши творения в вас уже не нуждаются. И умение отпускать — это один из главных законов творения. Поэтому сейчас нас учат созерцанию, спокойствию, незалипанию, выгружаем во вратах 0808 все, что касается нашей обусловленности, да, нашего слияния, эмоционального слияния с теми либо иными факторами, ситуациями, людьми, обстоятельствами этой жизни. Воспитываем в себе характеристики, которые отвечают за расширенное сознание, за план божественный, который есть на нас у высших сил. Сонастраиваемся с планетой Земля, которая дает свое время на отведение тех или иных процессов. И помним, что если мать уже завершает какие-то процессы, то мы вместе с ней должны синхронно двигаться и их завершать. Поэтому вот сейчас явно идет какая-то перезагрузочка на 8 вратах. Так что если резонирует, принимайте, добавляйтесь в нашу группу, в наши жреческие практики. Люблю вас, нежно обнимаю, ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока.